Ну что, привет, физкультурники! Сегодня мы продолжаем с вами серию видео про стабилизацию нашего тела, для того, чтобы было удобнее и лучше выполнять движения, какие бы то ни было движения. И сегодня мы рассматриваем полное движение в наших суставах. Окей, это очень важно, правильно с ними работать, понимать, что они работают как надо и что мы с этим должны делать. Итак, друзья, все, кто меня знает, я Гоша, тренер, сам занят кроссфитом, тяжелой атлетикой. Всем, кому эта тема интересна, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Итак, друзья, что такое полный диапазон движения в суставе? Полный диапазон движения – это означает, что у нас сустав полностью в рабочем состоянии, где нужно выпрямлен до конца, где нужно согнут до конца, то есть он работает в полную свою амплитуду без каких-либо искривлений. Второе, когда мы используем полный диапазон движения в наших суставах, мы таким образом позволяем облегчить нам жизнь в том или ином упражнении. То есть, если мы полностью распрямились, например, в том же клине или снэче, да, если мы полностью распрямились тазом и ударили, подкинули как надо штангу, выпрямились полностью во всех суставах, штанга пойдет легче, быстрее наверх, чем если мы этого не сделаем. Окей, поэтому полное выпрямление в суставе или наоборот, скажем, тот же сквот, если мы опускаемся вниз, мы должны сесть полностью так, чтобы наше бедро прошло параллель чуть-чуть. То есть, если мы до туда не доходим, то есть мы не используем полностью наш сустав, потому что по какой-то там причине, да, неважно в данном случае какая. Вот, мы не досаживаемся, то есть у нас не досед, то есть наши мышцы не дорабатывают. И третье, друзья, это то, что работа с полным диапазоном движения позволяет нам не только укрепить их как надо, и чтобы они работали правильно, но также и помогает нам в растяжке. То есть мы должны растягивать наши суставы для того, чтобы они были более растянуты и более гибкими. И я также заметил лично на себе, потому что, каюсь, не всегда есть время нормально и качественно, как нужно растягиваться, но когда ты работаешь с весами, стараешься выдерживать технику, правильную технику, да, и при этом постоянно прогибая, продавливаешь себя весами, то потихоньку и все-таки это вот потихоньку гибкость, она увеличится. То есть, скажем, тот же сет, да, я видел это и на себе, и на многих других ребятах, если все правильно, техника правильная, нет никаких этих, да, сейчас он может быть не досаживается, но если он постоянно это делает и постоянно пытается человек хоть чуть-чуть, но чуть ниже сесть, то в какой-то момент он все равно просаживается ниже, потому что вес, хотите вы или не хотите, даже если вы чуть-чуть не досаживаетесь, но тренируйтесь постоянно, мышцы укрепляются, вес растет. Вес растет, он начинает вас сильнее продавливать. Начинает вас сильнее продавливать. Естественно, если вы не всему этому сопротивляетесь, а да, поддаетесь и по чуть-чуть начинаете просаживаться ниже, то в какой-то момент вы все-таки начнете чуть растягиваться. Это может не самый лучший способ для растяжки, но это тоже можно использовать. Дальше, друзья, отсутствие диапазона, полного диапазона в наших движениях, в наших суставах. Они могут выявиться где угодно и как угодно. То есть, если человек не досел, как мы только что говорили, в сквоте, это значит, сустав не сработал до конца, он не выполнился полностью. Если вы, скажем, делаете дедлифт сейчас, и вы не выпрямились полностью в суставе, то есть уже обратная сторона, да, тут надо наоборот выпрямиться, и вы не выпрямились, это значит, вы не доработали, опять же, в суставе и не выполнили полностью как надо ваше упражнение. Кроме того, если вы не дорабатываете, то вы нарушаете точки производительности, какие-то последующие точки производительности. То есть, как я сказал в начале, если вы делаете тот же клин, и вы не доработали тазом, не выпрямились до конца в коленях и не подорвали штангу как надо в прямом полностью состоянии тела, штанга не доработалась и пошла уже совсем по-другому, а не так, как действительно должна была идти для того, чтобы выполнить это упражнение на 100% и намного лучше. Самые грубые ошибки, которые мы можем с вами, друзья, наблюдать как тренера, и мы должны это исправлять, это и недоседы, недовыпрямления, и когда человек, скажем, ну, то есть, опять же, те же самые примеры. Человек не сел до конца, то есть он не досел. Человек не выпрямился в клине, он не доработал. Человек не выпрямился в становой тяге, он не доработал. Человек делает, скажем, пресс штанги стоя, да, у него рука уходит вперед, а не ровно над головой, сустав не доработал. Если мы говорим про гимнастику ту же, и какой у нас может быть пример из гимнастики, друзья? Кольца, да? Если мы стоим на кольцах, мы должны всегда давить кольца вниз, то есть наши плечи при этом должны опускаться, и сустав должен отработать так, что он опускается, потому что мы держим тело, мы никогда не сидим в кольцах вот так, да, ни в каком случае, не дай бог. Вот, то есть то же самое, сустав не доработал, мы не доработали. То есть вот такие вот грубые, явные ошибки, которые есть, обычно это случается в больших суставах, таких как плечо, наше бедро и колено, и также наш
стопа, вот, в них мы это видим больше всего и сильнее всего. Обязательно обращайте на это внимание. Но, кроме того, также есть и маленькие всякие мелкие ошибки, которые мы должны как-то не раз замечать и тоже стараться исправлять просто у наших подопечных. И что я имею в виду, когда я говорю именно вот такие вот мелкие ошибки? Например, когда человек работает, да, вот я вам сейчас дал пример, человек делает жим стоя, да, и у него плечо уходит вот так вперед. Почему? Потому что у него не хватает гибкости, он не может им отойти назад, да. Человек ушел сюда, да, плечо слишком далеко. Что человек делает для того, чтобы штанга была ровно над головой? Правильно, он начинает прогибаться в позвоночнике для того, чтобы рука ушла ровно вверх. То есть обычно, если у человека там рука вот до сюда доходит, это уже слишком большой как бы недоработка гибкости, да. Но если мы берем, скажем, что-нибудь более такое легкое, более спокойное, скажем, человек не до сюда, а вот до сюда доходит, да, все равно это не совсем ровно. И совсем чуть-чуть может прогнуться. То есть этого прогибания тоже по большому счету не должно быть в груди, да, в грудном отделе. То есть человек должен стоять ровно, с рукой ровно над головой, а не вот в такой позе. Вот такие вот мелкие ошибки мы с вами должны замечать. И, друзья, чтобы подытожить, в конце самое простое – это то, что мы должны знать. То есть полная работа в наших суставах позволяет больше механических движений, больше включить мускулатуру работу, лучше распределить силу между нашими суставами, чтобы она шла равномерно, как положено, а не чтобы один сустав нагружался больше, чем другой. И, естественно, это позволяет нам сохранять наши суставы более здоровыми, более сильными, более гибкими. И, как итог, естественно, это помогает нам больше поднимать и лучше прогрессировать в наших движениях. Не обязательно поднимать, это также могут быть такие же движения, как и в гимнастике, да, то есть лучше выполнять наши движения. Ну а на этом, друзья, все. Такое вот вышло у нас видео. Обязательно оставляйте комментарии, что вы по этому поводу думаете. А на этом мы будем заканчивать. Как всегда, друзья, лайк, обязательно подписывайтесь, обязательно, пожалуйста. Давайте набирать больше людей, которым это интересно смотреть, и чтобы мы могли вместе с вами расти и развиваться. Ну а на этом все. И да пребывает с вами сила, народ. Пока.